Друзья, все вы знаете, когда-то давно, но не очень, на границе 19 и 20 веков в мире и в Европе почему-то случился невероятный подъем культуры, искусства, в том числе изобразительного искусства. И в это время творил, в числе прочих, теперь уже очень известный чешский живописец Альфонс Муха. Он в основном рисовал театральные афиши, был театральным художником. Считается, что его главной музой была Сара Бернар великая, самая известная актриса из всех времен. Так вот, по мотивам картин того самого Альфонса Мухи сделали карты. Они так и называются – Таро Муха. Карты очень женские. Мы будем на этих картах вам делать предсказания, пророчества о судьбе на июль 2022 года. Карты женские. Вообще Муху вдохновляли именно женские образы. Героиня почти каждой его картины – это женщина. Молодая, красивая, здоровая, нарядная и очень довольная жизнью. И иллюстрации на этих картах тоже воспевают женскую красоту, спокойствие, женскую мудрость, может быть, плодовитость, фертильность, достаток, щедрость, в общем, то, что должно быть всегда у женщины с большой буквы. Вот они, я вам представляю. Для меня это новые карты, хотя я уверена, что вы их где-то могли видеть. Это популярная колода. Почему женская? Здесь больше, чем обычно женских образов. Так, например, вместо дурака здесь дура, ну или дурочка. Вместо мага магиня. Или фея, как нам привычнее, вместо дьявола дьяволица, ну и так далее. В общем, вы поняли. Кстати, заметьте, как из-за этого меняется значение, смысл слова, правда? Дьявол и дьяволица – это все-таки для нас достаточно разные вещи. В целом же про июль я вам всем про любой июль расскажу. Почему, не спрашивайте, не хочу вас перегружать обилием терминов астрологических, но с астрологической точки зрения любой июль. 4 позиции есть. Первое – это время интуиции, это время, когда нужно слушать интуицию и менее доверять логике. Второе – июль. Везучий месяц, представьте, везучий. Это время, когда стоит рассчитывать на удачу, то есть пускаться в какие-то рискованные мероприятия, предприятия, потому что удача есть. Третье. В июле не стоит заниматься делами, которые вам не нравятся, которые вам не по душе. Мы все имеем несколько такую размытую и непостоянную волю, нет постоянно включенного волевого момента в июле. Поэтому делайте то, к чему у вас лежит душа. Заставить себя через «не могу» или через «не хочу» все равно не получится. Все подобные начинания, которые требуют концентрации волевой, лучше перенесите на другое время, там, не знаю, ну хотя бы на август, хотя про август отдельный будет разговор. И четвертое. Июль – это ни в коем случае не время войны. Затевать какие-то сложные выяснения отношений, судебные процессы, раздел имущества в июле не нужно, категорически не показано, потому что, скорее всего, войны эти будут бессмысленны. В июле звезды так стоят на небе, мы не умеем рационально, разумно и экологично конфликтовать так, чтобы действительно что-то свое унести, что-то полезное для себя из этой войны вынести. Пусть июль будет мирным для вас. Я вам вот так вот дистанционно, заочно и заранее, мы не видели для вас карты, но желаю счастливого, везучего, теплого июля. Гадание для близнецов и 3 карты на работу. Задавайте картам свои вопросы, чтобы это общее гадание оказалось более близкое, более похоже на вашу такую разную жизнь. Итак, близнецам про работу расскажет туз жезлов. Туз жезлов
как любой туз, обозначает невероятные, необыкновенные возможности. Это самая главная карта в колоде Таро, которая описывает карьерный рост, возможность занять принципиально новую должность, возможность до чего-то дотянуться в профессиональном смысле или в бизнесе, буквально дотянуться. Туз жезлов – это подобие волшебной палочки, призывает вас к максимальной активности в поисках работы. Будьте решительны, ходите на собеседование, покоряйте сердца будущих работодателей, потому что в этой волшебной палочке есть и волшебство. Здесь будет совокупный результат от ваших усилий, которые, безусловно, нужны. Туз жезлов, в отличие от некоторых своих собратьев, не одаривает, не только, вернее, одаривает, а очень ко многому призывает. То есть вы должны быть деятельны, должны быть готовы рисковать, вам должно быть как-то очень много надо. Карта говорит, дерзайте, и все у вас получится. Очень хорошие шансы найти новую, интересную работу или получить новую должность. Карьерные притязания самые честолюбивые. Приветствовать. Дальше. Паш мечей. Немножко карта из другой категории, немножко первый не подпевает. Непонимание обозначает здесь буквально непонимание на словах. То есть есть риск не поссориться с кем-то, нет, вряд ли до этого дойдет, но что-то или чего-то не понять. Не понять можно конкретного человека, например, нового начальника, не понять можно и состав трудовых обязанностей, состав своего, как это называется, своей должностной инструкции, и это уже потяжелее и похуже. Так, например, вот с этими двумя картами вы можете получить новую должность, с которой пока абсолютно не понимаете, как справляться, или не понимаете, как она вам досталась. Совет пажа мечей такой: следите за словами, старайтесь все четко, понятно, детально всем проговаривать. Вот эта карта просит ничего не скрывать, много думать на искомую тему, на какую-то проблемную тему, много говорить, потому что этого требует сейчас обстоятельства. Карта говорит, что вообще без слов ничего не будет понятно. Она имеет отношение к говорению как таковому. Часто описывает трудности перевода, различные языковые барьеры. Так, да? Вы можете, например, получить предложение о работе завидное в какой-то иностранной компании, и при этом вам приходится проходить собеседование на иностранном языке, что тоже может быть там как стресс или волнительно. Эта карта имеет отношение к работе и к профессиям, где важны слова. Это журналисты и писатели, учителя, различные лекторы, экскурсоводы, радиоведущие. Всем этим людям она специально, точечно обещает большой профессиональный успех. То есть успех через слова. Вот смысл в этом. Успех через слова. Для бизнесменов это переговоры будут успешными, и как следствие сделки будут успешными, если будут найдены правильные слова. Словам нужно уделять особое внимание. И, может быть, знание иностранного языка, владение каким-то иностранным языком сыграет решающую роль для вас в выборе работы или в получении работы. И также у нас здесь есть карта умеренность. Очень хорошая. Знаете, такая карта благополучная со всех сторон, старший аркан. Она говорит несколько волшебных слов. Хорошо, вместе и надолго. Она говорит, что ваша работа в новой должности или в прежней, это может быть новая работа или новый бизнес, будет развиваться каким-то очень естественным, гармоничным путем. Это карта абсолютной гармонии, и это карта долгого пути. Новая работа, на которую вы выйдете в июле, окажется надолго.
Вы там будете очень-очень на своем месте, и это будет не только работа, но действительно прохождение вами определенного участка, отрезка жизненного пути, как и должно быть. Работа ведь не должна быть только местом, где вы зарабатываете деньги. Она должна вас вести по жизни, она должна вас что-то взращивать, приносить помимо денег еще что-то. Мудрость, навыки, терпение, правильных людей. И вот здесь как раз вот тот случай. То есть это очень хороший прогноз в целом из 3 карт для всех близнецов, ищущих работу или ищущих просто карьерного роста. Карта, кстати, умеренность иногда описывает дорогу в буквальном смысле. Это может быть успешная поездка, нечто вроде командировки. Вот вам выпадает шанс на командировку, попасть в какую-то командировку с далеко идущими последствиями. Далее деньги у близнецов, ваша финансовая жизнь. Деньги у близнецов. Ну, прямо деньги, собственно, и выпадают. Король Пентаклей, крупная денежная карта в колоде Таро. 2 вещи обещает. Первое, денежная сумма, которую вы получаете вследствие чего угодно, разрешенного в вашу пользу судебного иска, или это может быть премия, зарплата, хорошие прибыли от бизнеса. И второе, король Пентаклей, это настроенческое, это уверенность в денежном финансовом будущем. Вы знаете, да, что даже с какой-то крупной денежной суммой далеко не всегда приходит вот перспективный, радостный взгляд на будущее. Если это разовые деньги, мы понимаем, что больше такого не будет, и не ощущаем себя хозяином жизни. А здесь буквально близнецы ощущают себя хозяином жизни. То есть я могу предположить, что вам поднимут зарплату, и не просто разовую премию дадут, а поднимут надолго. То есть вы будете считать и понимать, что денег будет больше у вас и в перспективе. Кроме того, карта фигурная, и король Пентаклей – это практичный, надежный, верный, очень рассудительный человек, который оказывается причастным к вашей финансовой жизни. Деньги получите от него. Кто это? Это ваш отец, который вам что-то решил крупное купить из недвижимости. Это может быть покупатель, который, наоборот, у вас что-то покупает и передает вам денежную сумму. Карта говорит, что этому мужчине, этому человеку обязательно можно и нужно доверять. Карта описывает честные деньги, честные сделки и честное партнерство в бизнесе. Далее про деньги. Ну, вот здесь уже немножко тревожно и в другую сторону. 8 мечей. Посмотрите, вот это, рассмотрите картиночку, иллюстрация вам про много расскажет. Девушка связана по рукам и ногам. Картинка страшная, явно она здесь не радуется. Значение дословно не свобода, интервенция, влияние и вмешательство. Не свобода, какая-то связанность в финансовых делах, может быть, не свобода расходовать деньги по своему усмотрению, потому что кто-то вмешивается, кто-то давит, кто-то в чем-то ограничивает или кто-то чего-то требует. Я думаю, что это всегда есть у всех, большинства людей, да? Какая-то несвобода в денежных обязательствах, потому что это и ипотеки, и какие-то другие кредиты. Это и несвобода в виде трат на, там, не на себя, скажем, на семью, вот, и так далее. Это вмешательство начальство вечное в ваши денежные дела, потому что начальство же решает, сколько вам платить и когда перестать оплатить. То есть это, в общем, ситуация, связанная с деньгами, может быть довольно проходной, а карта появляется всегда как совет. Если вы чувствуете какое-то противное чувство связанности, несвободы, какой-то вот обреченности в деньгах, обязательно найдите причину, разберитесь и избавляйтесь всеми силами, потому что 8 мечей
описывает малые страдания, малые переживания перед большими. То есть если вы эту несвободу для себя пресечете, давление, это может быть давление от партнеров по бизнесу, это может быть давление от какого-то контрагента в некой сделке, который там давит, например, в вопросах цены. И вам нужно от этой несвободы избавляться именно сейчас, на данном этапе. Обязательно избавляться, потому что карта спешит предупредить. Дальше будет хуже. Если вы почувствуете, что, например, начальство там собирается вам меньше платить или заставляет вас больше работать за те же деньги, попробуйте противостоять этой интервенции сейчас, потому что дальше потери будут крупными. И вообще, эта карта как продолжение известного тезиса о том, что все плохие ситуации развиваются только к худшему. Четверка кубков про деньги близнецам все-таки описывает определенное ваше равнодушие или некоторую пассивность вашу в денежных и финансовых делах. Почему? Ну, сложно сказать. Это может быть, просто, знаете, такая сезонная меланхолия, когда вам лень протянуть руку за заработками, за какими-то финансовыми возможностями. Это может быть и просто негативный опыт, и следствие каких-то старых печалей, неверия в собственные денежные возможности. Но набор не очень хороший, не очень хороший. Здесь просматривается, знаете, такой нелогичный и в то же время частый понятный сценарий. Вот он, денежный человек, надежный, который вам протягивает что-то, возможности заработать, получить какие-то выгоды, отличиться вообще. А вот вы почему-то связаны, может быть, кстати, и изнутри связаны с собственными комплексами и страхами, и вы эти возможности не берете, не соглашаетесь. То есть здесь есть для вас деньги и отказ от денег, хорошие денежные возможности и в то же время не свобода, не ваша неспособность эти деньги взять и как-то до них дотянуться. Более советы, более предупреждения для вас. Если будете отказываться от денег, звучит как-то, кто же отказывается, вероятно, бывает. Если будете отказываться, имейте риск крупные возможности, крупные выгоды пропустить. А если будете соглашаться с чьим-то давлением, то скоро это давление усилится. Настроенческие карты не слишком крупные, однако советы, я надеюсь, что вам пригодятся, помогут. Далее близнецы и любовь. Двойка жезлов вам выпадает. Думать. Вот как вы думаете, что эта девушка здесь, на этой иллюстрации, делает? Конечно, она думает. Она философски рассматривает не знаю, что это у нее, стеклянный волшебный шар или глобус, и она задумалась. И карта как-то довольно по-разному и противоречиво даже называется. Это карта доминирования, с одной стороны. Это доминирование ваших интересов в любви в паре. Это же двойка. То есть во всех случаях она описывает пару. Это один человек, второй человек. Если вы думаете о любви по двойке жезлов, это значит, что любовь-то есть. Это значит, что пара-то есть. Состоялась она у вас давно, может быть, вы до брака уже дошли. Или, может быть, это новое знакомство случилось. В любом случае вас это заставляет именно задуматься, остановиться и что-то выбирать. Эта карта описывает выбор. Выбор несрочный. Вас никто и ничто не торопит. Выбор этот может быть из достаточно хороших вариантов, достаточно, знаете, такой благополучный, спокойный. Мне кажется, что это и позиция девушки перед свадьбой, перед браком. Может быть, вы получаете здесь
предложение о браке и думаете, тогда вот эти вот два жезла – это два ваших слова «да» и «нет», которые кто-то ждет. Но двойка жезлов – это и совет для вас подумать, прежде чем кинуться в новую любовную историю, подумать, прежде чем прекратить отношения, например, развестись с мужем, подумать, прежде чем писать сообщение бывшему, подумать, прежде чем признаться кому-то в чувствах. В общем, думать, думать и думать. Эта карта предполагает какую-то вашу остановку. Не агрессивную, не защитную позицию, как, например, идет по двойке мечей, а скорее какую-то такую философскую. Уж точно с этой картой не нужно, как в омут, бросаться в отношения. Не нужно, потому что непонятно, куда вас это может вывести. Далее про любовь вам расскажет карта Дьявол. Но дело в том, что это же колода женская, поэтому здесь дьяволица. Чувствуете, как меняется смысл? И карта Дьявол – это опять же пара. Посмотрите, вот здесь вот эти фигурки как бы в руках дьявола, вот это правильное выражение, да, в руках дьявола. Эти две фигурки – это мужчина и женщина, это вы и ваш избранник, ваш любимый человек. Карта гаданий на любовь в целом неплохая, потому что дьявол – это страсть, дьявол – это пара, дьявол – это выбор, связанный с любовью. И понятно, что снова выбор, видите, вы выбираете. Кстати, почему я исключаю сразу? Это может быть выбор просто из двух партнеров, выбор из двух женихов. Но проблема в том, что выбор этот довольно может быть сложным, может быть каким-то спорным, запутанным. Дьявол описывает еще и то, что в любви, чего в любви не должно быть. Это и муки ревности, это и взаимные подозрения, взаимные манипуляции. Дьявол часто описывает любовь более похожую на зависимость, знаете, такую болезненную зависимость. Это могут быть даже неперспективные отношения, из которых вы никак не можете выбраться, потому что у вас нечто вроде аддикции образовалось, и вы что называется, влипли. С другой стороны, эта же карта описывает и взаимные чувства, часто страстные и очень сильные между людьми. Но тут и приходится выяснять отношения, тут приходится друг друга ревновать или подозревать. И вот эта пара, двойка жезлов и карта Дьявол описывает вашу сильную страсть, вашу сильную привязанность к определенному человеку. Может быть, да, новое знакомство, которое сразу, вот с первых дней, с первого, не знаю, свидания, с первого взгляда уже затягивает вас в какую-то пучину. Возможно, вы здесь сейчас настаиваете на продолжении, например, или на продолжении какой-то любовной истории, которая сейчас сдвинуться с места не может. И вы в таком случае слишком стоите на своем, там, где не надо, да. И что и кто у нас здесь еще будет? Ага, рыцарь жезлов. Ну что ж, это прекрасно, потому что какую-то портретную карту мы ждем всегда гаданиях на любовь. Это портрет героя, парень месяца, да, так это называется. Парень вашего июля, рыцарь жезлов, огненный, активный, яркий человек, очень настойчивый, стремительный. Видите, какой-то мужчина вам выпадает, довольно молодой, да, который несет вам свою страсть, на чем-то настаивает. А вас почему-то вот эта история заставляет задуматься. Карты очень даже хорошие. То есть в теме любовь ваша жизнь будет явно
насыщенная, такая не пустая. Считается, что люди масти жезлов часто к нам приходят ненадолго. Имейте это тоже в виду. Может быть, вы поэтому и задумаетесь, потому что жених будет очень хорош, но, очевидно, такой, который не хочет жениться, не нужны ему серьезные отношения, такой, который явно скоро сбежит и предпочтет, опять же, вольную жизнь. Все равно карты пылают буквально огнем. Это ваше сердце, ваши мозги, в конце концов, которые плавятся от этих вот любовных страстей, любовных переживаний. И теперь дом и быт для близнецов, ваши домашние дела, отношения с родственниками. Дом. Суд. Ждите неожиданную новость, может противоестественную даже какую-то, или очень не ко двору, не ко времени, новость, связанную с домом. Новость вас поражает. Сцена страшного суда здесь изображается. То есть, это то, что максимально не могло или не должно было случиться именно сейчас. Хотя это потенциально возможная какая-то вещь. Это касается и перемен в отношениях семьи, это касается и дома как стен, строения, квартира, дом, новость о доме, например, что вам реновацию назначили, или что наконец-то вашу квартиру достроили, или что наоборот не достроили и вряд ли достроят. То есть это вот, знаете, суд описывает новости, которые надо слушать сидя. Когда говорят, я тебе сейчас что-то расскажу, но ты только сядь. Вот это вот все суд. И это для вас связано с домом, с семьей. Далее. 4 мечей. Болезнь. Видите, здесь изображен больной человек. Часто буквально болезнь, чья-то болезнь, которая неожиданно появляется, сваливается и как-то меняет, как-то корректирует ваши семейные и домашние планы. Считается, что с 4 мечей, в общем, не самые тяжелые, не самые серьезные болезни приходят, но все равно это какая-то остановка, это невозможность что-то сделать, куда-то двигаться из-за болезни. Например, неожиданная болезнь кого-то из семьи мешает вам поехать в запланированный отпуск в Турцию, хотя путевки уже давно куплены, да, то есть там болезнь-то всего на 3 дня, но сроки пропущены, все равно вы никуда как бы не едете. То есть в целом карта описывает внезапное сообщение об остановке временной, объективно объяснимой, понятной, не страшной, но раз и что-то остановилось. Это может быть какое-то сообщение, вот действительно, например, о доме, да, о вашем доме, например. Ждали, что достроят дом, а тут раз все внезапно остановилось. По какой причине? Вроде бы понятно, но все равно это забор образуется в семейных домашних делах, у вас образуется забор. И далее. 10 жезлов, карта гордецов, тяжелый неподъемный груз, связанный с семьей, домом, квартирой, родственниками. Вам придется в это время тащить. Карта семейно угнетенного человека. Вот она буквально так и называется в гаданиях на семью. Семейно угнетенный человек. Это много домашней работы, это много какой-то новой ответственности, новой хлопоты, может быть, как раз вот по уходу за больным. Это и финансовые, и бюджетные новые какие-то трудности и обязательства, связанные с семьей, могут быть. Ну и 10 жезлов все-таки карта оптимистичная, она вам не рекомендует это бремя сбрасывать и говорит, что вы совсем справитесь. Спасибо.